Прохожу сейчас в магазин с памятниками. Вообще, мне кажется, что ритуальные услуги сейчас это тот вид бизнеса, который не сильно пострадал. Люди умирают все время. Ну да, конечно, тратить деньги на ритуальные услуги сейчас с размахом не все могут. Но, тем не менее, без этого никуда. Вижу большие скидки сейчас на памятники. Наверное, тоже не все могут себе сейчас их позволить ставить. Поэтому магазины предлагают скидки. Всем привет! Немножко юмора, но в этом есть доля правды. У нас в Одессе появилось место, приезжая в которое действительно становится страшно. Сейчас сами все поймете. Так, здесь что-то не очень хорошо видно, но цены на топливо на такой относительно недорогой заправке в Одессе сегодня 95-й 69, 99, 92, 57, 99 и дизель, боже, 73 гривны. Мне вообще кажется, что на других заправках сейчас дизель уже 75, а то и выше. Сегодня 14 марта 2026 года и всех приветствую из Одессы. Посмотрите, какое у нас сегодня замечательное синее небо. Прохожу трамвайные пути и вспомнила о том, что прочитала новость, вроде бы как после 20 марта должны запустить общественный электротранспорт. Поэтому ждем и надеемся, что скоро увидим одесские трамваи и троллейбусы. А вот такой сейчас курс валют в одесских обменниках. Здравствуйте. Это наш зритель, мы с вами виделись. Добрый. Здравствуйте. Очень хорошее дело делаете. Да, спасибо. Там есть в Америке рад, и друг мой, привет ему передаю. Все на вас смотрят, там, да, вот это спасибо. показывают. Спасибо, Да. очень приятно, рада была вас видеть. Всем счастья и здоровья. Спасибо. Хорошего вам дня. Также вам всего хорошего, мои. Приятно было вас всегда видеть. Спасибо, взаимно, очень приятно. Всем удачи. Класс. Езжайте, скоро война закончится, будем за все место жить. Класс. И строить наше светлое будущее. Конечно. Всего хорошего. В связи с ростом цен на топливо прогнозируют поднятие цен на продукты, на различные услуги. Как вы понимаете, логистические услуги тоже уже начали дорожать. Поэтому и украинские товары, и импортные товары из-за этого тоже всего дорожают. И сейчас, как вы понимаете, у фермеров начинается посевная, а цены на топливо, на дизель вы сами видели, поэтому не знаем, что будет дальше, но хочется верить, что ситуация в мире как-то стабилизируется, и цены на топливо в нашей стране тоже стабилизируются. У нас есть знакомые в Польше, есть друзья в Польше, есть знакомые в Германии, и во всех этих странах в Европе тоже цена на топливо выросла. Сегодня выходной, поэтому везде можно встретить много людей. Вижу у всех в автомобилях, слышу, у всех в автомобилях играет музыка. Все-таки солнечная, хорошая погода позитивно очень сказывается на одесситах. В городе стало немного веселей. У нас всю ночь были воздушные тревоги. Их было очень много, потому что по одному дрону все время летело то на город, то на область. Поэтому приходилось просыпаться часто. Но, слава богу, в городе было относительно тихо. И в Одессе никто не пострадал. А это самое важное. Одесситы точно узнают это место, поскольку я здесь, я решила заглянуть. Это наш одесский Малиновский рынок. Весна. Все высаживают все на огородах, в своих садах. Я вижу... Так, яблони, это яблони по 183, по 200 гривен примерно. Это вот такие саженцы. Интересная яблоня, колонподібна. Смотрите, как кустами цветет. Я когда-то была в яблочном саду, и вот реально вот там так росли яблоки. Я даже не знала, что такое бывает. И вот эта вся яблоня выглядела примерно так. И даже не нужно было вставать на носочки, просто рвешь как с куста эти яблоки. Вижу черешня, слива, и черешня достаточно дорогая. 323 гривны, 437 гривен. О, колоновидно. Тоже такое, как кустом растет. Интересно.
Вишня. Вишня тоже от 300 гривен, вижу, за саженцы. Все, персик от 300 гривен, 300, 400. Все сейчас растет в цене, конечно. От этого никуда. Вон сразу и веник можно купить. Уже кто в Одессе делал ремонт, тот просто не может не знать этот рынок. Малиновский, видите, он работает с 8 до 5 каждый день, кроме понедельника. Понедельник выходной. Я помню, несмотря на то, что появились гипермаркеты, различные строительные магазины по всему городу, все равно наша малина живет, и здесь можно найти много чего и по достаточно хорошей цене. И я общаюсь с ребятами, которые сейчас делают какие-то ремонты, все равно за какими-то мелочами, за какими-то плитками сюда стараются все приехать и что-то купить. Я здесь когда-то покупала тоже очень много всего для дома. Вот. Сейчас пока ремонтов у меня нету, пока они не планируются, поэтому я сюда не приезжаю. Хотя по мелочам, знаете, для дома, когда что-то сломалось, тоже можно 360 гривен, наверное, метр. Какие хочешь, здесь есть. А, вот даже цены 485, 500. Все для дома, все продается, все покупается. Хорошо, великолепно. Мебель есть. Освещение, люстры, светильники. Видите, говорю же, люди делают ремонты. Видите, женщины купили обои. Будут что-то переделывать. Признак того, что в Одессу пришла весна. Пчела. Пчелы уже по городу летают. Значит, все-таки у нас тепло. Прохожу сейчас киоски, магазины, павильоны и словила себя на мысли о том, что наконец-то тихо. Сейчас здесь у людей есть, к счастью, электроэнергия. Все тихо и спокойно. Думаю, у нас много зрителей, которые любят шоколад, кофе. Я тоже отношусь к таким людям. Не проще всегда съесть шоколадную конфетку и запить вкусным кофе, хотя не всегда это, конечно, полезно, но если шоколад натуральный, кофе натуральный, то все-таки польза в этом есть. Везде какие-то саженцы продают. Пишут о том, что из-за ситуации на Ближнем Востоке миру угрожает дефицит шоколадных батончиков, сахара, какао и других кондитерских изделий. Потому что кондитерская отрасль зависит от энергоносителей, которые поставляют страны Ближнего Востока. А перебои просто вгоняют это все в дефицит. Поэтому немножко на всякий случай батончиками шоколадными и шоколадом нужно запастись. А еще знаете, что нам прогнозируют? В последнее время стали говорить о том, что очень подорожает в Украине гречка и, возможно, даже будет дефицитом. Сейчас зайду в супермаркет, посмотрю, почем же гречка. И, наверное, зайду не в один. Смотрите, какие одесские пакетики с чаечками, боже. И как грустно смотреть на то, что здесь написано «Мины». Так, сейчас найдем с вами гречку. Мы берем такую гречку, нам она очень нравится. Сейчас она тоже, вижу, подорожала. Ее стоимость 81 гривна и 80 гривен. Вот я сейчас держу не пропаренную, она считается очень полезной. Вот зеленая гречка, не пропаренная, она считается лучше, чем обжаренная. Вижу, что сейчас они в одну цену, хотя я раньше покупала, она всегда была дороже, чем обычная. Здесь сейчас нашла как-то только одну фирму, поэтому еще хочу зайти в другой супермаркет посмотреть. Не везде есть свет. Слышу, как работают генераторы на другой улице. Нас как-то, не знаю, нас как-то все время пугают этим дефицитом гречки, что ее не станет, что она будет дорогой. Я помню, перед войной я сама лично поехала и закупала эту гречку, потому что думала, что она будет чуть ли не в 5 раз дороже. Но сначала цена выросла, а потом ее снова стабилизировали, и до этой поры как бы подорожание есть, но не такое, как о котором ранее говорили. Поэтому не знаю. Люди запасаются, вижу так на кассах, кто-то покупает по несколько упаковок.
Вот, но на самом деле, не знаю, сложно что-то с такой жизнью сейчас спрогнозировать. Сегодня в видео я хотела бы передать большой привет и благодарность нашему зрителю, ну и думаю, скорее всего, нашему подписчику Тарасу. Тарас, спасибо вам большое за поздравления с 8 марта и большой вам привет из Одессы. Прохожу одесские пирожки. Хотела вам показать витрину, но на всей витрине остался только один пирожок. Яйце зелень. Одесситы сегодня 100% очень голодные. Вот зашла в другой супермаркет тоже. Гречка по 65 800 грамм. Но видите, килограммовых пачек нет. Но это нормальная цена, еще вроде бы не подорожала. Так, есть вот в Таврии другая гречка, вот по 49 гривен. Не знаю, подорожала или нет. Кто такую покупал? Смотрите цены, пишите, пожалуйста, в комментариях. Вот 75 гречка. Я обожаю гречку, одна из самых полезных круп. Вот, кстати, витамины В, как раз для нервной системы, то, что надо. Вот, и она тоже 75 гривен. Вы заметили, что я сегодня в шапке. Несмотря, что на солнышке так тепленько, хорошо, конечно, заходишь в тень. Все напоминает о том, что не стоит забывать, что в Одессе только март. Март у нас может быть холодным, иногда в март может быть даже снежным. Поэтому посмотрим, может у нас природа еще и снегом порадует. Говорят, что в Украину сначала говорили потепление идет, но теперь говорят, что идут некоторые регионы морозы. И хочу вам сказать, по воздуху это даже уже ощущается. Вот такая сегодня суббота в Одессе. Вот так живет наш прекрасный город. Всем хорошего дня, хорошего настроения и до встречи в следующем видео. Пока-пока.